Вот принесли мне генератор десяточный, ну, на 14 это. Вот, говорит, подшипник поменяли и свистит. Что свистит? Ремень поменяли, все свистит. Ну, взяли у меня с ремонта генератор. А причина здесь вот в чем. Одна из причин, хочу сказать. Подшипник, хоть и заменен новый, но он уже в корпусе. Как сказать-то? Вот он. Слышно? Стучит. Ну, этого генератора уже слишком здорово. Бывает, что даже незаметно прессовывается. Нормально все. Подшипник. Вот. А наружная обойма начинается вертеться в корпусе генератора. Вот сейчас это будем устранять в наших гаражных условиях, не покупая эту новую запчасть. Ну, будем разбирать. Тут они его сами ремонтировали. Вот. Вот даже вот это все загнуто. Коллектор яйцом. Вот, короче, тут надо его полностью ремонтировать. Ну что ж, будем разбирать, смотреть, все проверять. Не буду я останавливаться тут, как ремонтироваться эти генераторы. Есть у меня это видео по этому поводу. Сейчас просто его разберу и посмотрим, что можно ли сделать с его, чтобы он не свистел. Ну вот, разобрал я весь генератор. Что я хочу сказать. До меня тут кто тут? Клиент этот перебирал, видимо, генератором, менял подшипники. Вот подшипник. И натолкал туда консистентные смазки. Думаю, чем больше, тем лучше, конечно. Не знаю, кто как, но я эту смазку... Сейчас вот надо промыть подшипник. Потому что даже на морозе холодная машина. Чтобы прокрутить этот подшипник, а у генератора большие обороты. Это сопротивление вон какое у шариков. И если подношена вот эта вот часть, а тут даже уже и выработка такая, чтобы обойма наружно крутилась. Вот и начинает крутиться эта наружная обойма в крышке генератора. Вот и свистит. Что я сделаю? Я сейчас промою этот подшипник в первую очередь. Всю эту смазку лишнюю надо убрать. Подшипник я промыл. Осталось там немножко этой смазки, там типа литол, наверное, он добавлял, натолкал в него. Я промыл, и сейчас немного трансмиссионной смазки туда. И эта трансмиссионная потом смешается с той старой смазкой, и будет все замечательно. Никак он тормозить уже не будет, этот подшипник. Вот так вот его смазал. Сальник обратно вот этот. Все. Ну и сейчас дошла очередь до крышки. Крышки новой нет сейчас, вот, например, в данный момент. И негде купить ее. Что я делаю? Вот такое у меня есть зубильце. Ну, керно. Не керно, как его назвать. Вот. И сейчас в круговую вот так буду набивать зазубрины в круговую по всему кругу этого посадочного места, чтобы у нас обойма подшипника зашла туго туда, а не болталась, как это было изначально. Вот я надел в круговую, вот там вот видно, вот все такие насечки с маленьким зубильцем. Вот все в круговую у меня сделано. И сейчас буду запрессовывать подшипник. И он зайдет туда, как сказать-то, плотненько уже. Ну вот, подшипник на месте. Зашел он туго туда сейчас, все нормально. Смазку лишнюю оттуда убрал. Вот он как крутится свободненько вообще. Смазка все-таки там должна быть более мягкая, а не полную, как тот хозяин. Тот клиент у меня натолкал полный подшипник и думает, это что хорошо. Нет, это не хорошо для подшипника, по крайней мере вот в этом узле, в этом агрегате в генераторе. Ну и вот
Все. Генератор сейчас свистеть не будет. Вот такой бюджетный ремонт, восстановление генератора. Все крутится легко, без всяких усилий. Свистеть не будет. Корпус мы накернили здесь. Подшипник новый, смазку лишнюю убрали. Не злоупотребляйте, дорогие друзья, смазкой. Было натолкано, что там, что здесь. Сейчас зима в данный момент. Конечно, смазка она тугая становится. Попробуй прокрути ее, там эти шарики. Число оборотов генератора номинально только у него 5-6 тысяч оборотов. А максимально, тем более, сколько там нагрузка еще большая на генератор идет. Вот все, что я хотел сказать. Это одна из причин свиста генератора. И мы ее устранили. Генератор собран. Биение здесь было. Тоже устранил. По полному ремонту генератора у меня есть видео по этому поводу. Так что заходите, смотрите. Может, что-то возьмете на заметку. Как все это делать. Может, это лучше, конечно, делать все. Ничего не имею против. Но вот я так ремонтирую. Так восстанавливаю генераторы.